Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Английская аббревиатура SAF. В этом видео расскажу про историю, про преимущества, недостатки, ну и про сам процесс, как она вообще работает, эта сварка. Первое, что работает и на постоянном, и на переменном токе, с обратной и с прямой полярностью. Там различные у нас, как сказать, типы есть для сварки разных металлов. Данной сваркой можно сваривать как и черный металл, так и цветные металлы. История этой сварки, придумали ее наши соотечественники, но в большое такое производство и в известность она вошла во время Второй мировой войны. Платон ввел автоматическую сварку для сварки крупных толщин, для сварки танков. Это когда мы свариваем крупные толщины. В общем, она получила такую свою популярность, известность, потому что у нее очень много преимуществ. Чуть попозже я расскажу, какие именно. Какой же сам процесс, как она вообще горит, эта дуга? Мы прекрасно знаем, как горит дуга в ручной дуговой сварке, в полуавтоматической, в аргонной дуговой сварке. А в сварке под флюсом она горит своеобразно. У нас есть свариваемая деталь, которую мы свариваем. Ну, грубо говоря, вот здесь вот второй лист металла. У нас есть проволока диаметром от 1,6 мм, ну, самую маленькую, которую я видел для сварки под флюсом, до 6 мм. И у нас дуга горит под слоем флюса. Флюс нужен для того, чтобы защитить сварочную ванну. Защитить вообще сварочную ванну от атмосферы, от кислорода, от различных газов. И в связи с этим у нас получается очень, как сказать, качественное сварное соединение. Минимальное количество дефектов, пор различных, но опять же они есть, если не соблюдать технологию. То есть фишка этого флюса, мы дугу сами не видим. У нас дуга горит под слоем флюса. С помощью роликов на подающем механизме у нас поступает сварочная проволока, у нас зажигается и сам пошел процесс. Также иногда сзади бывает такое устройство, которое этот флюс высасывает. Потом после сварки там, специально обученный человек убирает шлаковую корку. Ну, в принципе, я сам работаю немножко оператором на установке полуавтоматической сварки под флюсом. Вообще по оборудованию, какое есть. Я в своей жизни встречал это тракторы, это источник питания на там, 500, на 1000 ампер, 1500 ампер. К нему присоединяется там, с помощью, ну как не присоединяется, а от него идут провода, установлен сварочный трактор, на нем бункер под флюс, примерно на 25 литров. На нем моток проволоки стандартный 25 килограмм. Диаметр проволоки, как я уже говорил, разный, там от 1,6 мм до 6 мм. Но самый стандартный это 3 мм, 4 мм. И у нас сварочный трактор едет либо по рельсам, либо по направляющим, либо без них, опять же, и сваривает само изделие. Это я сейчас говорю про сварочный трактор. Также я видел колонны различные, это для сварки обечаек. Покажу, как это выглядит. Вот у нас есть обечайка. Вот такая вот, допустим, круглая. Тут у нас колонна, тут такая, как сказать, балка, на ней подающий механизм. И уже сварочная проволока поступает именно в эту зону и происходит сварка обечайки. Также есть универсальные различные установки, ну, там много модификаций. Опять же, какие же преимущества у автоматической сварки под флюсом? А преимуществ очень-очень много. Первое, это то, что можно сваривать очень толстые металлы, очень толстой толщины, от 3 мм до 300 мм. Что мы не можем сделать, там, мы можем сделать это полуавтоматическое, либо ручной дуговой, но у нас на это очень много времени уйдет. И скорость сварки, естественно. Скорость сварки у нас до 130 метров в час. Представьте, 130 метров можно заварить за час. Опять же, если подбирать толстую проволоку, то у нас коэффициент наплавки гораздо больше, и у нас сама сварочная ванна гораздо больше. В общем, это очень-очень большая, высокая производительность. Это как, не знаю, там, допустим, 20-ку лист металла нам нужно сварить, там, тут 20-ка, тут 20-ка, мы сделали кромку, мы можем это ручной дуговой сваркой, но мы это будем сваривать там неделю, пока мы электрод поменяем, пока шлак отобьем. Мы можем полуавтоматической сваркой даже использовать проволоку 1,6, но это все равно будет очень-очень долго. А мы можем просто использовать сварку под флюсом. Это очень большая, высокая производительность. Мы в один проход, либо в два прохода, и у нас очень большой коэффициент наплавки и очень хорошее качество сварного соединения. Также еще плюс заключается в полуавтоматической сварке в том, что у нас нет потерь на разбрызгивание металла. Ну, когда мы свариваем электродом, мы все прекрасно знаем, есть брызги, и потом приходится зачищать, убирать эти брызги. То есть
большой процент именно на разбрызгивание уходит самого материала, самих электродов. То же самое при полуавтоматической сварке. Если мы свариваем там в СО2 с плохими настройками, с плохим аппаратом, у нас большое разбрызгивание. Конечно, если мы свариваем там струйным переносом металла в смеси, у нас минимум брызг, но они все равно есть брызги. А в сварке под флюсом у нас нету брызг. У нас процесс сварки идет под флюсом, мы его сами не видим, и весь металл остается внутри. И сварочная проволока, которая подается в сварочную ванну, как сказать, ну нету просто разбрызгивания, это очень-очень удобно. Также, вообще, что нам нужно для сварки, какое оборудование для сварки под флюсом? Первое, это источник питания, они бывают от 500 ампер до 4000 ампер. Я на производстве видел и 500 ампер, 1000 ампер, 1250, 2000 даже видел источники питания ампер. Также, как я уже сказал, это либо сварочный трактор, либо универсальная установка, либо колонна. Потом нам нужна проволока, да и в принципе все. Тут настройки в сварке под флюсом, они стандартные. Это скорость подачи проволоки, это напряжение, это различные вылеты. Ну, то есть настройки там все минимальные, там ничего сложного нету. У нас, когда я работал на заводе, были специальные люди-операторы, и как раз я им помогал и сам немножко работал в этой должности. Мы сваривали обечайки. Ну, то есть простой сварщик, который пришел на производство, пройдя небольшое обучение, буквально неделю, он может сваривать уже сваркой под флюсом. Как у нас это было? У нас были ролики, вращали, у нас были обечайки толщиной где-то 150 миллиметров, даже, наверное, 170 миллиметров, очень-очень такие толстые. И мы сваривали вот эти вот обечайки, там несколько проходов. То есть тут очень много зависит от оператора, опять же. Некоторые ставят камеру сразу же, камеру, чтобы издалека видела, как сказать, снимала, точнее, сам процесс, а оператор сидит в своем месте, у него пульт регулировки, у него камера, он видит, как происходит процесс сварки. После сварки мы шлак убираем, там какой-нибудь железякой или еще чем-нибудь. А флюс, который остается, мы можем его повторно уже использовать. По поводу флюсов, их большое количество. Про флюсы я сниму отдельное видео, расскажу назначение флюса, какие они бывают, чем они отличаются и так далее. Это будет отдельное видео. Также еще большой плюс автоматической сварки под флюсом, то что вот с помощью флюса и самой проволоки у нас в зону сварки попадает те лигирующие элементы, которые мы хотим. Это марганец, это кремний, это всевозможные. То есть мы лигируем саму сварочную ванну. Ну, для сварки это очень хорошо. Еще, вот сразу же к преимуществам, наверное, перейду. Скажу большой плюс, то что после сварки у нас очень медленно металл остывает, и это влияет на механические характеристики. Механические характеристики у нас улучшаются. Также, какое еще преимущество? Ну, как я говорил, это большая производительность, это минимальное количество воздействия, как сказать, человека и человеческого фактора. Там просто оператор, там просто установка, он только следит. Если что-то пойдет не так, он может остановить сам процесс. Ну, то есть минимальный брак в связи с этим связан. Это минимальное разбрызгивание, это лигирование сварочной ванны и металла основного. То, что сам шов мы не видим, то, что не нужны какие-то дополнительные средства защиты, это вот к плюсам. К минусам, это также есть минусы у этой сварки, а минус заключается в том, что оборудование для сварки под флюсом, ну, стоит, скажем, очень-очень дорого, и оператора обучить, как правило, это берут там какого-нибудь сварщика, который понимает, соображает там с хорошим разрядом, его неделю обучают, и он потом уже становится на эту сварку. Это стоимость флюса, это стоимость, ну, в принципе, расходных материалов, там, наконечники и всего такого. Какой еще минус есть у полуавтоматической, почему я все время путаю ее с полуавтоматической, автоматической сваркой под флюсом? Минус еще в том, что мы в основном свариваем только в нижнем пространственном положении. Да, мы можем и тавр сварить, но для этого нужны специальные приспособления. Мы можем даже иногда и вертикал сварить, опять же, для этого нужны специальные приспособления. Ну, в основном это 99%, когда мы свариваем в нижнем положении. Это относится к минусам. Также в автоматической сварке под флюсом очень большая жидкотекучесть металла.
Иногда сваривают на бетонной пластине, иногда сваривают на вообще подкладках различных и керамических, и там их много модификаций. То есть вот именно большая текучесть металла. Ну так как у нас зона сварки большая, так как у нас проволока там 4 миллиметра, у нас такое вот большое вот расстояние, это связано с минусом. Но опять же, если мы свариваем в нижнем пространственном положении, то это не такой уж и большой минус. Очень важна также тщательная сборка, подготовка кромок. То есть у нас должен быть везде равномерный зазор, равномерное расстояние, притупление, кромки у нас должны быть везде одинаковые. Потому что мы не видим сам процесс сварки. Сам процесс сварки у нас происходит под флюсом. Мы только смотрим постфактум, как сказать, когда уже процесс сварки прошел, мы флюс убрали, корку убрали, только потом мы уже видим сварное соединение. То есть мы не можем в данный момент контролировать именно процесс сварки. Что еще? Да, в принципе, все. Основной ГОСТ это для сварки под флюсом 871379, в 79 году он был разработан. Да, наверное, вкратце я тут рассказал про автоматическую сварку под флюсом. Она многим известна, многим знакома. Как я уже говорю, я сам лично работал на этой сварке и с помощью тракторов, и с помощью колонны универсальной установки. У нее куча плюсов и большое, как сказать, распространение в тяжелой промышленности она имеет, эта сварка. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.